Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Горецкий Александр Валентинович. Я создатель Академии регенеративной медицины, разработчик новых методов и способов оздоровления, основанных на наших тысячелетних практиках и новых технологиях, которые на сегодняшний день внедряются в нашу жизнь. Поэтому это старое, давно забытое, и новое, усовершенствованное, то, что мы хотим, чтобы нам помогало с нашим здоровьем. И сегодня будем беседовать о очень интересной теме, которая касается на сегодняшний день 30% населения Земли. Ну, кроме стран, там, где голодают. Будем говорить о избыточном весе, о ожирении. Это тема очень интересная. И я думаю, что вы в очередной раз будете удивлены моими выводами, э, которые я из своей практики уже много лет р- передаю свой опыт людям, и мои книги очень даже популярно читаются. Сегодня, кстати, беседовал с издательствами, задают вопросы по где можно купить в России. Ну, то думаю, что в ближайшее время, может, месяц-два, что-то издадим в России. Хотел бы еще вначале сказать о том, что я дал объявление по поводу того, что буду принимать в этом году людей для научных, можно сказать, исследований, людей, которые имеют болезни очень тяжелые, можно сказать, даже люди в тяжелом состоянии, с возрастом. Прошу не обижаться на то, что я многим сразу откажу. Я сразу говорю, потому что очень большой будет выбор. Вы не думаете, что ваша какая-то болезнь, она серьезная и ну, интересна науке. Я как-то беседовал с пациентом, которого я вылечил от рассеянного склероза, и он захотел поблагодарить тем, что вылечил, еще кого-то профинансировать, чтобы он вылечился у меня тоже. И мы год с ним искали достойного человека. Я вам просто отвечаю. Скрупулезно искали, давали объявления по группам, по тяжелым заболеваниям. Бесплатно фактически человек финансировать хотел, но мы не могли отобрать вообще, можно сказать, никого. И того, кому мы отобрали, я бы не сказал, что это был лучший вариант. Поэтому отбор, он очень сложный, и хотелось бы, чтобы человек был еще и достоин того, что ему уделится внимание и дастся вторая жизнь. Поэтому прошу не обижаться, если кто-то будет обращаться, и ему откажем. Ну а сейчас, сегодня уже немножко подключились еще на Zoom, поэтому побеседуем, думаю, интереснее. Я вам расскажу свое видение ожирения, свое видение полноты, проблем с весом. Что это такое? Как любое заболевание, как любая проблема в организме человека, я это связываю с вирусами, бактериями, грибами, паразитами, которые человек имеет. Если люди думают о том, что у них все хорошо и они здоровые, как лошади, скажу, что лошади тоже нездоровые. И все требуют какого-то внимания и опеки. Так вот, начнем с того, что нужно в первую очередь сделать очистку организма. Я перед этим проводил программу, и мы обостряли внимание о том, что очистка печени очень важна. Но перед очисткой печени нужно еще сделать обязательно
очистку организма от вирусов, бактерий, паразитов. Например, о паразитах. Есть две категории людей. Две, не более того. Одни, ну, третьи, можно сказать, еще есть категории, которые вообще не признают, что они есть и ничего не делают. А вот те, которые стараются что-то сделать с паразитами, с гельминтами, в народе, как говорят, с глистами, так вот, их количество у человека не только поштучно, а и по видам очень большая. И те люди, которые думают, что их нет, я вам скажу, что самка, например, глиста откладывает 230 тысяч яиц один раз в месяц. Можете представить, куда они деваются и вероятность заражения. Поэтому, что интересно, что многие заболевания нужно лечить всей семьей. Некоторые болеют, а некоторые не обращают на это внимания. А вот с паразитами здесь врачи рекомендуют всей семье. Мне это очень нравится. Так вот, две категории. Одни лечат или устраняют своих паразитов таблетками, а вторые травами. Но мало кто понимает о том, что и то, и другое малоэффективно. И нужно делать и то, и другое. Почему у нас в Академии есть колоссальный эффект? Потому что мы разработали свои компоненты, пропорции, составы трав, наименования. Например, даже то же самое полынь, которая входит в состав трав, которые употребляют от паразитов. Самой полыни только 200 видов. От вот такой вот маленькой, как мох, до кустов, которые выше моего роста. Вот можете представить. Я как-то был в Крыму, надо было одной женщине сделать прижигание, там рожистое такое заболевание кожи было, и надо было сделать сигарету и прижечь ей. И говорят, там на стадионе есть полынь. Я пошел, искал, искал, я ничего не нашел. Я говорю, что вы говорите, там, где эта полынь? А, Женщина пошла, мне показала, там такая маленькая-маленькая полынь, ну, такой сорт. Ну, достаточно тоже лечебный. Поэтому есть разные виды, есть разное время сбора, есть полынь, например, которую используют полностью, а есть листья, а есть только цветы. Поэтому эффекты от трав, которые собираются и используются для э, устранения проблем с паразитами, здесь имеется в виду у каждого свой эффект. Поэтому нужно принимать то, что эффективно. Я разработал свои методы, используем свои травы, которые максимально эффективны. Что касается веса. Вес, все думают, что кто-то думает, это гормоны, кто-то думает, что просто какой-то сбой в организме. А я вам скажу, что здесь все вместе. И в большинстве случаев это даже не жир. То, что человек имеет как бы ожирение, но здесь человек просто опухает и надувается, как шар. И голодание, и диеты вообще не приносят никакого эффекта, а после них еще больше раздувается. Здесь не работает лимфатическая система, кровеносная система. Здесь не работает гормональная составляющая. То есть разбалансирован организм полностью. Энергетика не работает. Биополе не воспринимает информацию.
опять дезинформация, обман о том, что сладкое, жирное является причиной ожирения или даже соленое. Обман. Не влияет никакого, не имеет никакого значения. Есть даже метод, чтобы вы знали, я бы сказал, очень эффективный. Один из самых эффективных — это когда человек употребляет, например, растительное масло в достаточно больших дозах. Растительное масло — это не жир, но в то же время человек, получая большие порции, он начинает удалять, не накапливать, а удалять жир, потому что масло является большим источником энергии, и запасы жира, запасы энергии, они не нужны человеку. Так вы можете вообразить, что даже такие методы есть. Есть методы, которые противоположны тому, что я говорил. Люди не избавляются от паразитов, а наоборот, заселяют их. Я вам скажу, что этот метод очень опасен для организма и уголовно преследуем согласно законодательству фактически всех стран. Но везде он продают эти бактерии, эти паразиты. Это преступление. Это умышленное заражение инфекциями фактически людей. Это преступление. И я не вижу в этом никакого толку, только вред. Паразиты мало того, что они некоторые высасывают очень много крови, съедают пищу, которая должна идти вам на пользу, но они еще образуют токсины, которые именно и провоцируют ожирение. И не только ожирение, а много заболеваний, которые могут быть. Паразиты, они приспосабливаются, и выживают те, подумайте над тем, что я сейчас скажу, те, которых вы не ощущаете у себя внутри. Они действуют нервно-паралитически. Они парализуют нервную систему, чтобы их не видели. Они обезболивают организм своим присутствием. И это очень плохо. На фоне этого всего развиваются много неврологических заболеваний. Иногда необратимых. Человек потом может и вытравить паразитов, но вред, который был нанесен, очень сильный. Его трудно будет восстановить. Не все в жизни можно исправить. Хотя я имею способности и знания, как это сделать, но есть ситуации, когда я бессилен. Поэтому думайте перед тем, как что-то делать. И сейчас еще раз хотел бы обратить внимание ваше на самый важный момент – это очистка организма и очистка печени. Так вот, ключ к похудению лежит в очистке печени. Я не рекламирую похудение в своей методике. Почему? Ну, по нескольким причинам. Одну причину я вам сейчас расскажу. Потому что люди хотят мгновенного эффекта. Вот просто сегодня пришли, а завтра уже у тебя килограмм должно быть меньше. А у нас медленный, но уверенный процесс. Мы должны устранить все заболевания, очистить организм от всего, что только можно, и потом только он сам будет бороться со своими проблемами, в том числе с весом. И еще один момент негативный для тех, кто
приезжает к нам и думает, что он быстро похудеет, люди с избыточным весом имеют проблему усваиваемости пищи, и у них у всех фактически сами мышцы и кости, они очень легкие, не имеют тяжелых элементов, которые должны быть, металлов, которые должны быть. Они просто не усваиваются. И когда человек начинает выздоравливать, когда у него начинает усваиваться пища, он еще и не похудел сильно, но визуально он уже намного худее, но его организм набирает вес. Вес набирает не жировыми клетками, а тяжелыми элементами, которые должны быть. Заполняются те пустоты в тех же костях, мышцы укрепляются, усиливаются. И вот есть этап, когда человек худеет визуально, а становится на весы, он этого или не видит, или даже может килограмм-два прибавить. Сейчас мы подошли к очень щепетильной теме. Это то, что большинство людей, которые имеют избыточный вес, они имеют еще проблемы с психикой. И когда человек имеет проблему с психикой, и он приехал похудеть, а смотрит на весы, этого не происходит как бы. Смотрит в зеркало, видит, что есть эффект, а на весах нет, у него вообще немножко клинит. Похудеть можно после нескольких курсов. Не просто похудеть, а нормализовать вес, тот, который должен быть согласно генетике. Много людей еще, опять же, имеют проблемы с психикой. Он смотрит на соседа или на соседку, она или он смотрит, и видит там само совершенство. А теперь давайте представим, что есть, например, такие породы, как собаки. Есть такая маленькая порода, а есть такие амбалы. Но это порода собак. И они все разные. Почему мы, люди, привыкли думать, что мы все должны быть одинаковы, что мы все должны быть идеальными. И у каждого заложена генетика, и наш вес предсказуем и программируем. Невозможно из такой собачки сделать большую, из большой маленькую. Так и с людьми. Ориентировочно люди будут повторять своих предков. Задумайтесь над этим. И ваше психическое состояние, оно изменится, если вы осознаете это. Не надо создавать иллюзии в том, что вы, некоторые, можете быть сильно худыми, если у вас даже сам скелет очень такой немаленький. Поэтому на скелете уже нарастают мышцы, и они соответствуют генетическим требованиям, которые создавались веками. Что очень хорошо для похудения? Это восстановить систему пищеварения. Восстановить. Сейчас мы подходим к тому, что есть клизмы, которых некоторые боятся, не знаю как чего, как огня, некоторые как смерти. У меня есть очень много знакомых, которые ни при каких обстоятельствах сказали, это делать не будут. Но когда приезжали
на оздоровление ко мне, смотрели, как это делают другие, как они а, один перед одним выражают свое глубокое, можно сказать, удовольствие от того, что они ощутили эффект, и тогда все начинают это использовать. Я даже написал книгу, которая была посвящена фактически в большой части это клизмотерапии. Вы можете, даже не можете вообразить, какие клизмы я практиковал у себя в жизни, в клинике. И есть, например, такая клизма с дымом. Так вот, эту клизму была разработана в Америке, там, где курили табак, ну, можно сказать, и в то же время делали процедуры для тех, кто болели тяжелыми заболеваниями, и ничего не помогало. Тогда использовали клизму с дымом. В Европе создавали даже оборудование очень дорогое, и его размещали вблизи рек. Э, Клизма с дымом было средством реанимации утопающих. Это был известный и научно доказанный факт. Как это работает? Так вот, мало кто знает, что никотин является производной, которая необходима, никотин необходим для производства адреналина. Если кишечник дать дым, дать никотин фактически, мгновенно за доли секунды организм, весь организм начинает производить адреналин. Если утопающему или человеку, который умирает, делает укол с адреналином, но это опять же местное применение, где-то в сердце, где-то в какой-то участок тела дается. А здесь мгновенно организм весь производит адреналин. Интересная штука. И люди оживали реально. И не только оживали те, которые утопились, например, а и также выздоравливали некоторые, у которых не было ни сил, ни энергии для выздоровления. Не работали гормоны, не работала энергетика человека, просто умирал. И вот это вот метод я разработал оборудование, чтобы можно было это делать. Даже делали это во влагалище, и стояла очередь, и женщины просили, умоляли, чтобы им это сделали. Единственная мгновенная фактически процедура, которая убирала воспалительные процессы. Посмотрите, в интернете есть способ обдымления при ранениях русского ученого. Русский ученый запатентовал оборудование во время войны для обдымления ран. И даже дети, которые рождались, очень большая смертность была от сепсиса, от заражения, условий не было, и много детей, и много ну, после ранений в войне, на Второй войне, Второй мировой войне умирали просто от заражения. Достаточно было обдымлять раны и стопроцентная выздоравливаемость. Можете себе представить. Поэтому даже такие процедуры, как бы, может, смешные кому-то, может, кому-то неприятно это слушать, но это мы делали. Мы изучали эти моменты. И я вам скажу, что есть определенные ситуации, когда, возможно, это единственный метод, который может спасти людям жизнь. Но он мало популярен в жизни, поэтому ну, я вам просто рассказываю, какие научные исследования мы, можно сказать, делали.
Так вот, что касается веса. Многие люди даже, э, вырезают часть желудка, кишечника. Ну, много методов, которые люди используют. В любом случае избыток веса — это сбой в организме и переедание. Вот с этими двумя проблемами нужно бороться. Но есть людям хочется по разным причинам. Опять же, что их дразнит? Почему система пищеварения дает сбой? Это нужно понять. Здесь много факторов, которые, ну, за 5 минут не расскажешь. Еще раз, многие спрашивают меня, когда я уже запущу здесь центр оздоровления в Талице, который Талица находится 120 километров от Тюмени и 220 километров от Екатеринбурга. Кто не знает. А, Летом, я думаю, может раньше, может позже, мы постепенно будем запускать санаторий, который стоял уже почти 10 лет. Очень тяжело. Нет работников, нет желающих. А, Люди отвыкли к работе. Но я думаю, что к нам будет огромный конкурс попасть, потому что здесь я всегда давал возможность оздоровляться не только пациентам, а и самим работникам, и также их членам семьи. Где-то бесплатно, где-то по чисто символическим расценкам, можно сказать. Поэтому очень важный фактор и а, немаловажный. Поэтому нет ничего дороже нашего здоровья, нашего психического состояния. Когда мы здоровы, мы чувствуем себя просто превосходно, мы спокойны. Но есть такое понятие, как бессонница. Давайте подумаем, большинство проблем, которые создают эту бессонницу. Я вам расскажу только об одной проблеме, которую вы поймете, что это может быть правдой. Например, паразиты. Вот они живут, но в то же время они выделяют какие-то токсины, которые дают ощущение, что их и нет. Но они же все равно есть. Они присасываются к кишечнику, где-то находятся в органах и раздражают нервную систему. Это вот то же самое, что вы спите, а вас кто-нибудь вот так вот щипает. Вот. И что, вы заснете? Нет. А еще мало кто знает вообще, я вот в Европе а, рассказывал, где-то 25-30% людей имеют паразитов в мышцах. Есть очень простой метод определить, есть они или нет. Это берется тесто с медом или сахаром в теплом помещении, где-то сауна, но не горячая, а просто тепленькая такая. Вот намазываешься мукой, с сахаром или с медом, и с людей выходят тысячи тоненьких, как волос, паразитов. И что вы думаете? Это армия, которая находится в мышцах, она даст спать. Вы будете крутиться, думать, что, почему. Что поразительно, вот рак, например, молочной железы. Женщины, когда приезжали ко мне, и мы вот этой мукой намазывали, самое большое количество этих паразитов выходило
у женщин с раком раком молочной железы. Они выходили с грудей, с мышц, с лица, вот просто миллионы. Что-то в этом есть. Все-таки некоторые ученые предполагают, что рак это именно провоцирует паразиты, которых у нас множество различных видов, о которых мы даже не подозреваем, где они есть. И как с ними бороться еще. Есть виды, даже с которыми я даже не знаю, как бороться, потому что даже мои рекомендации люди все выполняли, рекомендации использовали, а паразиты жили. Так что и таблетки, и травы– это не панацея. Есть некоторые виды, которых тяжело взять голыми руками. Ну что, что-то интересное я вам рассказал. Есть у нас тут сегодня товарищи, которые присоединились на Zoom. Может, есть вопросы? Прошу, задавайте. Будем обсуждать эту тему еще. Хотел бы еще отметить, раз вы молчите или думаете, есть очень разное мнение, особенно у врачей, которые даже занимаются конкретно паразитами. И есть методы выявления. Это кал, это кровь, это ну, разные виды исследований. Так вот, это вам будут рассказывать специалисты о том, что они есть, их можно найти, определить. А я практик. Я беседовал не с ними в основном по этому вопросу, а с лабораториями, с руководителями лабораторий и лаборантами, которые выявляют и определяют их, этих паразитов. И их мнение единогласно о том, что нет методов выявить паразит. Даже анализ кала, если даже самка отложила 230 тысяч яиц, их можно определить буквально в течение только 2 дней. Никто не сдает каждый день в течение месяца анализы. Поэтому выявить паразитов не представляет возможным. Надо просто их травить. И они есть у каждого. Поверьте мне. Какие еще вопросы? А те, которые в мышцах, если они есть, их как выхватить? Ну, это немножко сложный процесс. И я думаю, что это другая тема. Будем с ней беседовать. Во-первых, надо будет, наверное, показать, как это выглядит и как с этим бороться. Мы раньше делали вот эту вот процедуру выявления и избавления, а потом в процессе того, что делаем разные процедуры, которые способствуют уничтожению их, то проверяли уже после лечения, ни у кого их не было. Но я не даю гарантию, что это все будет на всю жизнь, потому что я думаю, что где-то какие-то тоже личинки или что-то откладывается, поэтому это нужно делать часто и систематически, чтобы избавиться. Так, а по поводу чистки печени, когда там можно ее почистить? Да хоть завтра. Хоть сегодня. Ну, Ну, надо для подготовиться, надо попить сок, надо вытравить паразиты, вирусы, бактерии, грибы, на все подействовать. Поэтому, ну, это целая наука тоже. Это не просто так. Надо ко всему подходить с научной точки зрения. Я очень много ездил по миру, я очень много советовался с людьми для того, чтобы
сделать безопасными те методы, которые я использую. Самое главное — это не навредить, и самое главное, чтобы это все было безопасно и полезно людям. Вот тогда это дает эффект. А так, просто сказать, что вот перестань есть, и ты похудеешь, или выпей таблетку, у тебя там все глисты отравились, и в том числе от этой таблетки, ну, э, некоторых спрашивают: "Чем вы, травите своих паразитов?" Перекисью водорода. Вот кто-то бил голову. Если малая доза перекиси водорода, то она ничего не влияет. А если хорошую дозу, даст, то перекись водорода растворит, не убьет глисту, а растворит все внутри. Поэтому у людей нет, меры, и, понятия о той, жизненной необходимостью и лечебной дозой. То есть, на сегодняшний день перекись водорода продается как, пиво в магазине, так перекись водорода в аптеках. Можете представить. А на самом деле она иногда приносит непоправимый вред. Все зависит от доз, и нельзя ее употреблять постоянно. Если где-то что-то кто-то и попробовал, то, ну, раз попробовали и все. А некоторые пьют ее каждый день. Ну, это ужасно просто. Александр Валентинович, ну что, Итак, мгм. Да-да, Сергей, слушаю. я готов, говорю, давайте приступать к излечению. Чувствую, я болен вообще. Очень тяжело. Надо паразитов, почистить печень, почки, быть чистым наконец-таки. Ну, я скажу так, что, есть люди, вот, особенно женщины, они понимают как-то вот, что это нужно, они попробовали, видят эффекты. А вот их мужья, хоть ты их реально хоть застрели, они — это мои паразиты, я их, ничего делать с ними не буду, что хочешь делай, но я лечиться не буду. А люди не понимают, что где-то с поцелуями, где-то с вилкой, ложкой, кружкой они их передают в тот же самый день. Та жена их устраняет, а муж ей тут же передает. Поэтому борьба с паразитами — это семейная проблема, и нужно все дезинфицировать после очистки, все помещение, одежду, мебель. Мало кто обращает на это внимание. А некоторые еще покупают старинную мебель, в которой просто кишит все виды инфекций, включая тот тиф и чуму, которая была в те еще средние времена. Подумайте перед тем, как покупать, и какие средства дезинфекции нужно сделать, чтобы нормально использовать. Я вот, когда приезжал один раз в Индию, жил в частном доме, хотя это был не показатель. Во всех гостиницах, кто жили даже в пятизвездочных, они приходили на пляж все покусанные. Просто вот ничего не видишь, а в постели что-то есть. Слава богу, рассказываю вам коммерческую тайну. Я сейчас не выезжаю без этих средств. Надо брать соду, а, разводить в воде, брать простынь и с содой, чтобы эта простынь высохла, и ложиться тогда на эту простынь. И паразиты, которые есть, они, ну, не терпят, соду, они умирают, не доходя до вас. И вы можете хоть нормально выспаться. Я, 1 раз поспал, вижу, что не то. Я вот эту соду чуть нашел, я же название не знаю, там, ихнее местное. Вот. А второе, я беру с собой еще одно средство, которое мы тоже используем, у себя в академии. Это, э, средство, которое обычно используют, от блох, там, от всяких, паразитов у животных. Но такие же средства есть и для людей.
И вот есть одно чешское средство, которое я беру с собой, и то же самое обрабатываешь постель и спокойно ложишься, и тебя ничего не трогает. Мы это средство используем 2 раза в неделю для пациентов. И вот это, оно же является одним из компонентов, из нескольких, можно сказать, компонентов, которые именно эффективно действуют на вот этих вот паразитов, которые находятся в мышцах. А, И от этого есть большой эффект. Так вот, если вы едете в экзотические страны, чем мне не понравилась Индия, я был там, когда было тепло и жарко, и солнышко, и был, когда там дожди, там полгода льет просто дождь. Вот, нету такого, чтобы он прекратился. Он и день, и ночь, вот просто монотонно льет, и все, как будто сито вот какое-то дыравое там, и все. И люди даже не покупают ни мебель, ни одежды, ничего напрок. Все, вот за полгода этих дождей все гниет. Нет возможности даже борьбы с этим. Квартиры постоянно, в квартирах, в домах сырость просто неимоверная. Вот. Поэтому вот эти вот паразиты всякие, они разводятся и в матрасах, и их просто кишит в зданиях, особенно в период влаги, когда и у них там и вот эти дожди идут. Так не только в Индии, так во многих странах, и даже у нас много паразитов. Мы соприкасаемся с животными. Мы даже не думаем, что у них сотни, если не тысячи различных инфекций находятся на их коже, на их шерсти. Просто не задумываемся. Люди имеют как бы аллергию. Это не просто аллергия, это то, что переходит от животных к людям. А вот обязательным условием у нас в академии это то, что мы тоже воздействуем на кожу от всяких паразитов и улучшает. Люди просто вздыхают, которые вообще не имели как бы проблем, не чувствовали. А вот это вот каждая процедура, она дает свой эффект и дает возможность человеку ощутить какое-то приятное улучшение состояния здоровья. Ну, какие еще у вас вопросы есть? Добрый вечер, Александр Валентинович. Это Нина. Долго не включался у меня микрофон. Вы, конечно, напугали нас таким количеством паразитов, которые в нашем теле водятся. Первый раз я такого слышала. А скажите, вот Если бы русская еще баня, увидели, как я увидел. кошмар, это кошмар. Русская баня, она как-то помогает организму вот бороться с этим? Или это просто чистота тела? Вот про баню мне хочется узнать, Ну, про с парилочку. паразитами не особо, я вам скажу, баня Мгм. что-то может сделать. Почему? Потому что, как бы вы ни сидели в горячей температуре, все равно само тело, оно охлаждается, и мало что это дает. Поэтому, что касается паразитов, бани нет, но она стимулирует, баня, функции, многие функции, в том числе и иммунитет, поэтому она жизненно необходима, я бы сказал, но не панацея от всего. То есть все равно нужно использовать много методов дополнительных для того, чтобы быть здоровым. Так, надо будет бороться с паразитами. Это однозначно. Страшно, Вы конечно. просто не видели, вот даже при очистке печени, вот каждый десятый, что самое интересное, каждый десятый, вы поймите, это немало. Мгм. Имеет такую вот жменю после очистки паразитов, которые выходят. Они на вид как рис. Все так, ой, что-то с меня там вышло, какого-то риса, я же рис не ела. А как целая жменя риса вышла. Это не рис, это Мгм. паразит, вот целая жменя. Вы представляете?
И с большой вероятностью, что они находятся в печени, и представьте, такая жменя съедает печень каждый день, что от нее там остается. Вы просто не видели этого. Но так как вот много людей занимаются советами, то есть весь мир живет, все врачи живут советами, то есть он дает рекомендацию. Что интересно, перед вами, может, единственный, кто этого не делает вообще. Я не даю ни рекомендаций, ни советов. Я вам даю информацию вот сейчас. Бесплатную информацию. Я не получаю от этого ничего. Даже канал мой бесплатный. Вы не видите здесь никакой рекламы. То есть я вам даю информацию, вы ее пережевываете, используете, все. Хотите, да, хотите, нет. К врачу приходит, он дал, ты как бы обязан что-то делать, купить или делать, или не делать. Я этого не делаю, потому что человек сам должен осознать необходимость. Осознал, нет, так нет. Понимаете? Так вот, многие люди, когда видят своими глазами, а я вижу, потому что я практик, я даю рекомендации, и тем, кто у меня приезжают, я визуально и веду опросы, ввиду того, что человек вот сегодня сделал очистку, там что-то, какие-то процедуры, я вижу это, как процесс проходит. Все, кто дают рекомендации, человек пошел, сделал, не сделал, это уже его, он не пришел и не сказал. Понимаете? А и здесь обратная связь. То есть мало у кого есть практика по всем видам заболеваний, и в то же время ну, в разных состояниях, с разными заболеваниями, и множество процедур, которые люди проходят и дают научную, можно сказать, информацию для других, когда своим примером говорят, вот у меня вышло то, вот у меня вышло это, какая жменя камней вышла, столько же информации, столько фильмов сейчас. Ой, это обман, это в печени, там ничего нету. Перестаньте слушать дезинформацию. И посмотрите потом фильмы и рекламу по таблеткам для очистки печени. Когда я патентовал свой способ оздоровления, первое замечание, которое мне сделали врачи, которые оценивали с медицинской точки зрения мой метод, мой способ оздоровления, они сказали, нет понятия очистки печени. Я говорю, извините, весь интернет пестрит, и в то же время есть таблетки для очистки печени. А вы говорите, даже понятия нет очистки печени. Есть только медицинский термин дюбаж печени. Я говорю, вы знаете что? Есть дюбаж, это медицинская процедура, есть понятие очистки печени, а не дюбаж. И в конце они, в принципе, согласились, но это убеждение было длительным. Вот. Очень много было замечаний, не хотели давать, конкретно даже сказали, пациент вам вообще не дадим. Можете делать замечания, устранять их, что-то, но не дадим. Ну, однако доказал, все дали. Вот такие дела. Ладно, у меня через пару минут уже начинается трансляция на польском языке. На эту же тему поговорим. Поэтому спасибо за внимание. Желаю вам здоровья. Желаю, чтобы вы ели, а вас не ели. Чтобы у вас все было, и вам за это ничего не было. Чтобы исполнялись ваши все позитивные желания. Здоровья, удачи. До следующей встречи. Академия регенеративной медицины обрела мировую славу благодаря своим методам исцеления практически ото всех заболеваний. Это единственное место в мире, где используют авторские методы детоксикации организма и укрепления иммунитета, способные творить чудеса при комплексном оздоровлении всего организма. Холистические натуральные методы оздоровления омолаживают, восстанавливают резервные возможности организма человека
и даже могут излечивать тяжелые, хронические, неизлечимые и генетические заболевания. Использование одновременно около 50 натуральных методов регенеративной медицины, в том числе очищения кишечника, печени, организма от паразитов, очистки лимфатической системы и стимулирования иммунной системы на борьбу с заболеваниями, позволяет нам подарить людям вторую жизнь.